Про одну очень интересную историю расскажу сейчас. Она связана с мягкими материалами и рисованием на большом формате. Я сегодня зашел в магазин в Леонардо и купил там совершенно расчудесную штуку, которая очень сильно облегчает мне жизнь вот с рисованием таких больших форматов. Сейчас покажу. Это две такие странные штуки. Тын-тын-тын. Это похоже на такие раздувшиеся карандаши. Но это очень интересная тема. Это прям очень интересная тема. Сейчас расскажу. Меня зовут Эдуард Кичигин, и тут я рассказываю на этом канале про различные материалы, про скоростные техники рисунка, чтобы было так, типа быстро, просто хорошо. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, и сейчас немножко покажу про очередной раз лайфхаки. Это любопытно, потому что когда я работаю мягкими материалами, например, там, даже сангина, это такие мелкие, ну вот они позволяют делать, ну вот это не сангина, это уголь, позволяют делать такую графику быстро на таком огромном формате, и графика получается крутая. Но у меня были к ним такие вопросы, все время пачкаются руки, и с этим ничего нельзя сделать, я думал. Но мне тут в комментариях, спасибо огромное, посоветовали, можно взять цанговый карандаш. Это такой карандаш механический, вот такой. Вот нажимаешь, вот такая балда. Вот такая. И она может взять себе такой супер толстый мелок. И я сегодня зашел в магазин у Леонардо и купил себе две такие штуки. И начинаю с ними эксперименты. Вот, сейчас поделюсь. Ну что это за чудесные карандаши такие? Выглядят вот так, по сравнению с рукой длиной в палец. У меня по первым впечатлениям было такое ощущение, что хорошо бы, если бы они были подлиннее. Иначе зачем это все? Ну, в принципе, и так удобно. Ну, вот. Я подумал, что, может быть, я или этих докуплю, чтобы у меня был один карандаш для сангины, другой для пастели, третий для соуса и четвертый для угля. Я купил сначала два, чтобы попробовать. Почему два купил? Потому что они не стоят вообще почти ничего. В Леонардо я их брал за 98 рублей. Такая балда. И теперь для меня это must have, потому что у меня руки выглядят намного чище, чем если я вот всю эту историю руками делал. Это один момент. Во-вторых, вот с помощью карандаша ты возвращаешься к обычной привычной тебе технике рисунка. Когда я использовал мелок, я брал его так и рисовал другой хват. И это есть свои плюсы, но непривычно. Вносит немножко разнообразия, немножко хаоса, но все-таки непривычно. Я хотел сказать неприлично. Вот. А когда я беру вот эту историю, то у меня почти сразу же все складывается. И еще один момент. Это все это очень маркие материалы. И проводить рукой, класть руку вот сюда, это не очень хорошо, потому что они размазываются. А когда у меня есть вот такая система длинненькая, я могу мизинец опирать и намного меньше пачкаю лист. Прям намного меньше. Бамс. Опираю мизинец, рисую линию мою, и все получается хорошо. Вот, я экспериментировал с этим и вот с этим. Мне понравился эффект. Сразу же по-другому начали раскрываться вот эти материалы. Я попробовал темными, с попробовал и углем попробовал, и еще чем-то. Вот больше всего мне понравилась сангина, потому что сангина раскрывается в этом инструменте, как мне кажется, прям наиболее ярко. Ну, потому что она дает супер жирную мягкую линию, и которая тут же может уйти в такое размытие. Вот так сделал, так потер, и сразу начинает вылезать орнамент из листа. Мне очень нравится. Я теперь думаю, что постоянно буду носить. Вот. Ну, в принципе, я и раньше таскал вот такие коробочки с собой. Но как бы не всегда их откроешь. А карандаш ты можешь взять всегда с собой. То есть я кладу его в сумку, кладу в карман теперь уже. И вот эта история будет со мной постоянно. Нужно еще только придумать, как носить большие форматы. Ну вот в комментариях спасибо, уже подсказали, что можно в тубус, использовать тубус, например, для того, чтобы большой формат рисунка, большой размер, ну, может, не такой, а вот такой как минимум, свернуть в тубус, и он не мнется. И тубус у меня может быть в рюкзаке. И в рюкзаке может быть папка, например, формата вот такого. Да, и она может раскладываться на два, например, и доходить вот до такого формата. Ну, короче, я думаю, сейчас начинает приходить в Питер весна,
И будет стартовать моя вот эта вот веселая, я думаю, что планерная история. И снова буду возвращаться к планеру и практиковать, да. Пойду в Питер рисовать, в Питер рисовать уже с другим осмыслением и с другим размером. И, может быть, с другими эффектами, но все тоже старинная графика, все движение вот в эту стилистику, использование старинных инструментов. И вот с этим сейчас проговорю, что интересно, смотрите. Сейчас я его открою. Тык, выпал. То есть он сломался, но я все равно им продолжаю рисовать. И он сломался у меня от нажатия вот здесь, в самом карандаше. Заломился надвое. Но если бы я уже практически выкидывал вот эти кусочки, в этом карандаше я все равно могу их использовать, потому что могу вернуть их обратно. Поэтому я думаю, вот у меня есть один карандаш для Санагина. Это, скорее всего, что же это? Это, наверное, соус. Я покажу, какие я беру. Вот это Санагина. Вот ее карандашик. Вот это соус. Ее карандашик. Мне осталось еще взять карандашики для сепии и карандашик для угля. Я еще поэкспериментирую, прикладываю один на другой, но, скорее всего, мне нужны будут и интересны все эти материалы. И если я перехожу на большой формат, то мне не нужны такие растушевки странные. Мне не понравилось. Мне не понравился звук, который издает вот эта бумага растушевки этих палочек, скользя по бумаге. Очень жутко, меня прям передергивает. А пальцем размазывать, мне кажется, намного круче, потому что в бумагу он втирается, вот этот материал в бумагу втирается пальцем и остается, как мне кажется, там супер надежно. Я все еще не попробовал этот лак, но я думаю. И потому что листы заполняются быстро, ну, я думал, что мне придется много тратить денег на бумагу. Ну, на самом деле, вот сегодня нашел листы формата А0, нет, А1, вот такие вот, за 25 рублей. Это на площади Мужества магазин «Графика». И нашел у себя в запасниках офисную бумагу формата А3, вот такую пачку, вот такую. И вот сейчас на ней экспериментирую, отрабатываю разные орнаменты. Вот такую пачку, я не помню сколько, 500 листов, но нужно постараться, в общем-то, чтобы их истратить. В общем, вот бумага, я, в принципе, плюс-минус обеспечен. И если вот такая вот техника с мелками, вот с этими, сухая, то этим мелкам вообще пофигу, какая у тебя бумага. То есть ты не должен брать дорогую акварельную, чтобы получить вот эти невероятные прекрасные эффекты. Если вода не приходит на лист, то используем, например, только сангину, результат превосходный и очень маленький прайс, очень маленькие деньги. С орнаментами эта история симпатично сводится, мне нравится результат. Все вот эти вот мягкие, веселые материалы. Это мои первые эксперименты, они мне сейчас уже кажутся немножко такими чуть детскими. Вот такие детские штуки, первые штуки. Вот тут лежит большая история, вон там еще большая история. И большие истории с маленькими, с вот этими, с мягкими материалами приходят как-то легко в мою жизнь. Я думаю, до чего дойти. Может быть, начать реально изрисовать стену вот такой истории. Прям реально. Я не вижу проблемы. И хочу покомбинировать эти материалы. И, наверное, покомбинировать, может быть, с крафтовой бумагой. Потому что первая уверенность приходит с практикой. Ну, сейчас я покажу, что я понарисовал сегодня. Это тоже может быть забавно. Я начал активно портить эту бумагу. И вот нарисовал такой скетч. Быстренький. Вот такой скетч. Забавный. Ну, легко двигается. Смотрите, какие линии получаются. Какие кайфовые орнаментальные штуки. Это прям круто. Пробовал рисовать тексты, но больше про Питер. Вот такие штуки. Ну, то есть у меня не получается, я делаю подход, потом постепенно это все вырисовывается. Вот такие штуки. Ну, забавно. То есть вот тут у меня не получается. Это не очень хорошо. Это все странные штуки.
но я делаю подходы, и они вырисовываются. Штуки нормальные. Вот тут повеселее получилось. Сейчас изучаю, каким образом строятся такие загибоны. Как только у меня будет понимание, я сразу же в сервис Boosty, свой платный сервис, сделаю такую обучалку, чтобы каждый мог, кто подписан, делать такие штуки и не проходить вот эту драматичную историю, которую я постоянно прохожу. Что-то я залип на имени Антонина. Вот эти штуки. Александра. Вот эту я еще должен отработать, потому что тоже интересно писать или надписи, или имена на вот такой, как лента. Как лента. Вот это неудачные штуки. Специально показываю неудачные, чтобы это дало вам мотивацию. Вот удачный, это уголь. Точно. Значит, у меня вот здесь, в этом карандаше, есть уголь. Да-да-да, это он. Так, прижать бы чем-нибудь сейчас. Берем и таким образом распускаем эту историю. Все равно, я когда одной рукой держу камеру, мне неудобно рисовать. Вот бамс. Пришел элемент прямо на ваших глазах. Поэтому это очень быстро, очень эффектно, очень круто. И вот здесь, смотрите, я сочетаю два эти элемента. Вот этот карандаш и вот этот. Это сангина, это уголь. Получается интересный эффект, мне очень нравится. Прям очень. Обратите внимание, насколько сильные, натянутые и энергичные линии выходят. Не замученные. В них прям есть сила. И в них прям много силы. И она еще не сконтролирована. Но не беда. Она сконтролируется. Главное, что она есть. Отработается это еще все. И, вот, наверное, уже видели. Вот это моя история. Там, где я не использовал сам карандаш, а рисовал непосредственно вот этим кусочком угля. Тоже это большая штука. Нравится. Прям нравится. Поэтому призываю вас попробовать вот эту штуку. Сам уголь стоит там что-то рублей 200. Вот такая коробка. Например. 200 с чем-то. А сангина коробка такая стоит 186 рублей. То есть вообще бюджетное развлечение. А вот этот карандаш стоил мне 98 рублей. Листики можно взять, вот этой офисной бумаги большой. Маленький формат не работает. Не работает А4, не берите даже. Берите А3 как минимум. Тогда с этим можно что-то делать. Вот. Такие штуки. Призываю попробовать, попрактиковать. Это прям восторг. И оказывается намного легче, чем ожидалось. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и смотрите внизу в плейлистах много обучалок про рисование пером и тушью, рисование мягкими материалами, скетчинг ландшафтный, архитектурный, в путешествиях, все такие большие истории. А если хотите, чтобы прям сильно эффективные уроки, я даю материалы, которыми я делюсь на курсе или с коллегами, такие наиболее четкие, эффективные. Делай раз, два, три, у тебя получится в моем платном сервисе Boosty. Внизу в описании к видео или в шапке профиля у меня есть ссылка на этот сервис. Подписывайтесь, там ежемесячные подписки, тарифы 200 и 400 рублей. Вот это стоит копейки, а той инфы, которую я там даю, мне прям годы пришлось тратить, чтобы находить это все и сводить в одну систему. И как вы видите, она прям работает огонь. В общем, вот, всем хорошего дня. Чао-чао, пока.